Леонардо да Винчи, Микеланджело, Донателло, Никколо Макиавелли, Данте и Галилей, а также потрясающая природа Андриано Челентано, Андреа Бочелли, Эроса Рамазотти, Лучано Паваротти и Орнелло Мутти. Всех этих замечательных людей подарила нам Италия. А еда? Боже, какая там еда! Тальятелло болоньезе, спагетти алла карбонара, лазанья, пармиджано. И этот список можно перечислять бесконечно. И это все Италия. Божественная и по-своему удивительная Италия. Флоренция времен 1476 по 1499 год в Assassin's Creed 2. Задолго до 1400-х годов Флоренция являлась столицей Флорентийской республики. Она была независимой в Северной Италии, а позже Флоренция стала административным округом области Тоскана. На данный момент именно Флоренция приносит Италии особую популярность благодаря заслугам прошлого, а также на данный момент является одним из важных центров итальянской моды. Само название Флоренция переводится как «цветущая». Поселение получило свое название именно в 59 году до нашей эры. В это время и вплоть до 1116 года Флоренция потерпела сильные изменения за счет приходящих народов и таким образом только лишь в 1116 году стала независимой коммуной. Начнем мы с Санта-Кроче. Санта-Кроче, а в переводе Церковь Святого Креста, была построена в период с 1294 по 1385 годах. Точная дата неизвестна, так как церковь имела небольшую реконструкцию, и изначально о Санта-Кроче упоминается во времена святого Франциска Ассизского, а он, в свою очередь, умер в 1226 году. В 1442 году церковь осветил сам Папа Римский, и до сих пор она считается одним из наиболее важных достояний Италии, а уж тем более самой Флоренции. Как мы можем наблюдать, на фасаде у Санта-Кроче изображены разнообразное количество мелких деталей. В действительности именно Джодо и Донателло работали над этой красотой. На самом деле не только Джодо и Донателло занимались архитектурным дополнением. В разные века художники и скульпторы менялись, и за все время реставрации к Санта-Кроче протянули свои золотые руки 30 искусных мастеров. Последним, кто притронулся и оставил след в истории, стал Джованни Дюпре в 1861 году. Он работал над барельефом «Триумф Креста». Санта-Кроче делится на два нефа, а в простонародье можно перевести как две стороны. На южном нефе располагаются в основном гробницы и несколько картин, в то время как на северном по большей части именно картины, фреска с изображением святых и несколько гробниц. Церковь Святого Креста является полностью католической, и вся Италия является именно католической страной. Не только фасадом славится Санта-Кроче, а также капеллой Паци. Это внутренний двор, который ранее был монастырем, а ныне является музеем. После пожара монастырь смогли отстроить заново и сделать намного лучше, чем было. Насколько же сильно выделяется Санта-Кроче на фоне обычных улочек и магазинчиков? Однако эпоха Возрождения подарила нам не только Леонардо, а также и другие достопримечательности, к которым мы и переходим. Санта-Мария-дель-Фьоре – это уже кафедральный собор, также располагающийся во Флоренции. Данный собор входит в список самых знаменитых зданий итальянской эпохи Кватраченто, то есть период итальянского искусства 15 века. Санта-Мария-дель-Фьоре располагается прямо в центре Флоренции на Соборной площади. Начало строительства пришлось на 1296 год и закончился в 1436. На месте собора ранее находилась церковь Святой Репараты, и после того, как церковь стала иметь видимые разрушения, было принято решение снести здание подчистую и возвести новое, еще более великое. Сам собор действительно огромный. Высоту он составляет 153 метра, а общая площадь составляет 8300 квадратных метров. Санта-Мария-дель-Фьоре очень близко прилегает к остальным зданиям, и за счет такой скованности разглядеть собор со всех сторон достаточно трудно. Именно купол собора стал символом ренессансской Флоренции и считается одним из выдающихся шедевров того времени. Часы, которые были возведены на фасад собора, идут по сей день, несмотря на то, что уже прошло несколько веков. Итальянцы очень чтят свои достопримечательности и всячески реконструируют их по мере возможности. Само строение возводилось из кирпича и украшалось мрамором, который так сильно славился в эпохе Возрождения. Собор строился не так быстро и не так легко, как кажется. Строительство заморозили аж на 30 лет, и только после 1349 года снова возобновили. 25 марта 1436 года папа осветил Санта-Мария-дель-Фьоре в день Благовещения Марии. Собор используется для самых важных католических
праздников по сей день. Его мощь поистине необъятна. Как мы можем наблюдать, собор был выполнен в строгих черно-белых цветах и из красного кирпича. Не всем по вкусу такое цветовое решение, однако никто не может спорить, что в этом и заключается его изюминка. Дворец Синьоры, а в реальности Палаццо Векко. Это здание находится на площади Синьории. Было построено в 1299 по 1314 года. Это не собор, а административное здание, в котором проводились собрания и велись государственные дела. Палаццо Веккио имеет при себе внутренний дворик, в котором расположена статуя Давида и маленький фонтанчик, у которого можно отдохнуть. Сам зал, а он называется зал 500, изначально планировался для совещаний и заседаний Большого народного совета. Однако со временем огромное здание стало служить для совещаний правительства и нескольких должностных лиц. Да Винчи и Буонаротти создали еще несколько шедевров, которыми смогли украсить зал. С виду здание не несет какой-либо культурной ценности, вся его суть внутри. Потрясающий потолок, огромные фрески и поистине значимое место для правительства – все это Палаццо Веккио не только принимало и принимает определенных лиц, а также в 1865 по 1871 года здание стало парламентом королевства Италия. Позже парламент переехал в Рим. Флоренция – это не только несколько зданий и уникальных людей. Это великий город, который видоизменялся, уменьшался и увеличивался на протяжении всего его существования. Город был как перевалочным пунктом, так и любимым местом для многих великих умов, а также для обычных рабочих и трудолюбивых людей. Эти маленькие улочки, пекарные лавки, ремонтные сооружения и врачи – все эти, казалось бы, маленькие люди и создавали такой великий город, как Флоренция. Его особенная культура демонстрируется на зданиях, на одежде, а также в еде. Прогуливаясь по улочкам, мы можем наблюдать стоги сена, а также представлять, как нашла свой рай на земле дизентерия. Полная антисанитария и захламленность города не давала ему дышать. Учитывая года, можно представить, как люди справлялись с болезнями и выживали. Однако сама Флоренция все равно манила к себе туристов, паломников и простых рабочих. Кто-то искал Бога и находил пристанище в католических соборах и церквях, кто-то учился мастерству ножа и топора, а кто-то хотел печь вкусный хлеб в бакалейной и радовать запахом прохожих. И все это было доступно во Флоренции. Друзья мои, сегодня мы изучали с вами кусочек Италии в Assassin's Creed 2. До новых выпусков!